Те события, внутренние и внешние, которые могут случаться с нами во время прохождения анализа, особенно если он долгий, эти события иногда настолько тебя переполняют, что вернуться к ним возможно только спустя несколько лет, когда со спокойным сердцем ты можешь посмотреть на то, что с тобой произошло. Юнгианский путь невозможно выдумать. Более того, прохождение личного анализа не гарантирует то, что вы будете идти по этому пути. Иногда нам приходится сворачивать, бросать что-то, чтобы дать возможность самости проявиться вне контекста тренинговых, профессиональных дорожек, без всяких костылей, просто посмотреть, как это работает. Один из самых специфических и трогательных моментов для юнгианского пути – это то, когда в твоих сновидениях к тебе приходит Карл Густав Юнг. Он приходит к нам как личность, которая ведет с нами диалог. Очень важным этапом индивидуации является процесс, когда мы говорим «прощай Юнгу» и сепарируемся от этого образа или от этого человека, который столько для нас сделал. Юнг для многих становится и дядей, и братом, иногда отцом, который помогает через свои книги решать те внутренние проблемы, которые нас посещают. Это были годы такого медового месяца, растянувшись на несколько лет в своем анализе. Это все казалось прекрасным. Твои амбиции реализовывались, у тебя получалось, ты получал одобрение коллег. И в этот момент, когда казалось, что все ясно с твоей жизнью и куда ты идешь, бессознательное мне подсунуло очень странный сон. Я нахожусь в своей квартире детства. И ко мне приходит Юнг и садится рядом со мной, обращаясь ко мне по имени и говоря о том, что вот у него есть немного времени, и ты мог бы задать вопросы, которые тебя волнуют. В это время я начинаю ему задавать вопросы. Юнг выглядит очень похожим на Юнга. И Юнг говорит какие-то очень складные вещи, которые кажутся очень ценными. И во сне я пытаюсь это записать и прошу его остановиться, чтобы я мог сбегать в другую комнату и взять какие-то записи. Я пытаюсь забежать в другую комнату через балкон или лоджию, которая в реальности не существует, чтобы попасть в зал. Я захожу в этот зал и вижу своего отца, который сидит на кресле и, по-моему, читает газету. Он не обращает на меня внимания. Я прохожу зал и захожу с другой стороны в свою комнату. Что я вижу? Я вижу Андрея, сидящего напротив Юнга. То есть я вижу момент, когда он мне рассказывает эти вещи, какие-то очень важные. Мы видим какой-то странный феномен, в котором время отматывается назад, и я вижу себя со стороны сидящим с Юнгом. Вот эта фантазия о существовании наших двойников где-то по свету, она имеет психологическую основу. Каждый из нас в жизни делает выбор. Этот выбор разделяет нашу жизнь. Мы делаем выбор, наше эго делает выбор, и мы начинаем жить той жизнью, которая случилась с нами и случается после нашего выбора. Но как будто бы в бессознательном живет наш двойник, который сделал другой выбор. Иногда в сновидениях случаются очень странные феномены. Мы видим себя 5-летней и 10-летней давности и вступаем в диалог с самим собой. Это очень интересно, потому что приходит время, когда отколовшиеся части души начинают вести диалог и соединяться. Что я вижу? Я вижу Андрея, сидящего напротив Юнга, и от этого мне становится, с одной стороны, не по себе, а с другой стороны, возникает во сне мысль о том, что тогда мне не надо волноваться, я могу в любой момент отмотать это.
Но лоджии больше нет. Я не могу вернуться назад. Она исчезла. В это время я начинаю чувствовать фрустрацию, потому что мне очень хочется знать, что мне сказал Юнг. Как вдруг я слышу голос. Стоп-камера. Я вижу, что это студия, и что Юнг это актер, и Андрей какой-то Мажаров тоже актер. И я понимаю, что все эти декорации всего лишь кино. И я чувствую фрустрацию и гнев. И я чувствую, что это какая-то вселенская подстава, которая ставит под сомнение весь мой путь. Я начинаю кричать и требовать режиссера. Я оглядываюсь и вижу мужчину, примерно на 10 лет старше меня. Это режиссер. Выглядит он, конечно, немножко демонически. Он смеется. Я в гневе бросаюсь на него, как бы пытаясь обвинить в этой подставе, но я просыпаюсь от того, что режиссер – это мужчина 40 плюс лет, очень похожим на меня. Не только то, что я встречаюсь с демонической фигурой режиссера, демиурга или Мефистофеля, который создает все эти декорации, чтобы обмануть меня. Но самое важное, что он берет образ меня самого в будущем. Là, oui. Là, comme là, aujourd'hui on a le soleil en plus. Ouais. Ouais. Je suis à la route avec les... En vélo, c'est bien, non? Ça, c'est pour le Tour de France. En vélo, Oui, en vélo, c'est bien. mais peut-être. C'est mieux que le Tour de